Друзья, всем привет! Пообщаемся сегодня на тему того, что сейчас происходит, что будет дальше происходить и как к этому пришли. Примерно 6 лет назад я начал вести YouTube-канал «Дневник утра», этот канал. И у меня там был выбор. Я хотел, с одной стороны, вести YouTube-канал про бизнес, про маркетинг, а с другой стороны, меня тревожила тема про вредные привычки. Я подумал, где мне страшнее, и я понял, что тема вредных привычек — это самая стрёмная тема, потому что мало того, что я буду о ней говорить, так я еще буду говорить на тысячи людей, да, рассказывать об этом. То есть это не то, что об этом узнает мое окружение или мои близкие. Об этом узнают все, да. Вот. И подумав так, что там будет реально страшнее, а я понимаю, что там, где реально страшно, там максимальная точка роста. Ну и начал я потихоньку выкладывать видео, рассказывать каждый день о том, что происходит, на каком этапе. Я тогда для себя принял решение, что нужно снимать, несмотря ни на что. Пусть оно косо, криво как-то получается, там не тот телефон, не та камера и так далее. Вообще без разницы. Я понимал, что мне нужно это зафиксировать для того, чтобы таким же людям, как я, которые находятся в такой ситуации, чтобы они видели, что выход есть. На тот момент я не видел для себя такого контента. Да, и, наверное, если видел, то удовлетворил бы свой запрос бы и пошел бы дальше. Но не об этом. Я начал снимал. И, пришло сначала 30 дней прошло, потом 2 месяца, 3 месяца, полгода, год. Вот. И на протяжении всего этого времени, на протяжении даже года я снимал, у меня просмотры на видео было 100-200 просмотров в лучшем случае. То есть я снимал не для того, чтобы получать от этого просмотры. Я снимал, потому что это моя жизнь, как-то вот так. То есть я, показывал, как достигал своей цели. Потом, спустя год, я пришел к тому, что можно уже сбавить обороты в плане того, что не выпускать видео каждый день, а выпускать уже точечно. Это было правильное решение с точки зрения просмотров, с точки зрения продвижения канала. И в целом для меня уже было комфортно, потому что я ту точку преодолел, да, точку, которую важно было мне пройти, где я уже себе начал доверять, я уже прошел не один день, я уже поразбирался в проблемах, уже отдал долги и так далее. Потом я все это время фиксировал это в виде пути, то есть метода, что работает. Тогда я сформулировал фундамент, первый курс, и второй курс был челлендж 30 дней. То есть в фундаменте ты отвечаешь, я начал себе задавать вопросы, на какие вопросы я себе отвечал. И в какой-то момент я выявил эти все вопросы, выписал и превратил это в фундамент. То есть я понял, для меня это являлось фундаментом, да и до сих пор является. И потом следующим этапом я понимал, что я же что-то еще делал на протяжении, каждый день что-то такое предпринимал. И тогда я еще брал друзей, брал подписчиков, и я тет-а-тет в чате, это по отдельности происходило, помогал людям преодолеть первые эти 30 дней. И тогда это было, и сейчас это, конечно, является, то и я выявил, что самое важное — дать человеку старт, помочь стартануть эти 30 дней. И после порядка 10 человек я проработал вместе, то есть это было параллельно. Я пришел к тому, что, по сути, каждый выполняет одни и те же плюс-минус действия, да, которые
благоприятно влияют на непосредственно человека, на его состояние. И исходя из этого сформулировался челлендж 30 дней. Потом я создал телеграм-канал «Трезожники». Были попытки, кстати, разные. Были попытки, я хотел создать социальную сеть, я даже ее создал. Как создал? Я нашел какую-то пиратскую версию тогдашнего еще ВКонтакте. Это может было быть там лет 4-5 назад. Вот. Нашел движок ВКонтакте и на базе него пытался сделать социальную сеть. В общем, придумывал реальный велосипед. Называл тогда я эту тему «Зожники». И там не хватало механики нужной. Люди подписывались. По-моему, в общей сложности в этой социальной сети у меня было более 100 человек, но коммуникации там не происходило из-за того, что движок был не тот. То есть это старая версия, туда видосы не подгрузишь, коммуникации нету, то есть люди должны... Проблема заключалась в том, что люди в новостях видели каждый, то есть в своем личном кабинете, да, ты видишь новости, но когда ты... Новости тех людей, на которые ты подписан, когда ты подписываешься вступаешь в социальную сеть, эту «Зожники» тогдашнюю, то у тебя в подписчиках никого нету. А друзей, как это в массовых социальных сетях, когда ты подписываешься, да, и у тебя там по телефону подтягиваются твои друзья. Такого нету, да, потому что это такая максимально локальная социальная сеть. И пробовал разные попытки, много денег в это все инвестировал, но в конечном счете пришел к выводу, что лучше это все закрывать, потому что неэффективно, нету коммуникации. То есть человек подписывается, он не знает, как скоммуницировать с людьми. Возникает, знаете, такое, что вот попробуйте отключить себе, например, в Ютубе рекомендации, вы попадете только на то, что вы подписаны, а если вы ни на кого не подписаны, то у вас будет, пустая социальная сеть. Вот. Тогда я, в общем, прикрыл это все и понял, что люди, тем не менее, хотят общаться, и я тогда создал первый телеграм-канал свой, такой, который именно чат. Это был «Трезожники», и с тех пор «Трезожники» начали развиваться. То есть в день много людей, там по 10, по 15 человек подписывается. И в какой-то момент начало подписываться, и в какой-то момент цифра перешагнула, там под 2000 начали заходить. Это же не группа, в которой ты читаешь новости, а это именно общение с людьми. И я начал сталкиваться с проблемой, что когда много очень людей, то сложно настроить правильно коммуникацию, потому что я выявил, что 90% ничего не пишут, а 10%, которые пишут, они просто спамят в группе. И потом, после этого я пришел к выводу, что нужно как-то это все в какие-то рамки все давать этому всему рамки, потому что без этого нету никакого конструктива и продуктивности нету. Начали появляться правила, потом было несколько раз, атак ботов, просто когда начинают спамиться, просто, заходишь в сообщество, а там каждую полсекунды выкладывается пост от разных людей, и, спам-атаки. Я понял, что нужно закрывать сообщество в плане того, что делать доступным только тем, кто там находится, а пускать по какому-то только... В общем, какой-то устраивать фейс-контроль, знаете, вот как-то так. Потому что неэффективно становится. Те, кто пришли реально решить проблему, они не могут решить проблему, потому что становятся заложниками спамеров, даже не тех, кто просто устраивает спам-атаки, а просто некоторые люди приходят в сообщество потянуть на себя внимание, да, чтобы их там пожалели или просто пообщаться. То есть
не понимая, что это сообщество, оно не про просто, да, флудилка чат, где просто ни о чем, а где люди приходят за решением конкретной проблемы. Вот. То есть это ж все люди приходят с моего YouTube-канала «Дневник утра». То есть какое-то видео завирусилось, тема какая-то откликнулась именно по вредным привычкам, и люди по ссылке в описании переходят сюда. Да? То есть я понял свою ответственность за это и понял, что нужно это как-то, что из этого нужно что-то делать. Не просто так просто нельзя это все оставлять. Я тогда начал делать по заявкам, все равно не очень получалось, потому что ты не можешь, я ж не буду по паспорту людей пускать. И потом я понял, что самое оптимальное, как проверить человека, нужно это ему или нет, нужно, чтобы этот человек за это отдал что-то ценное реально. Отдал что-то ценное. И это сработало вот в двух направлениях. Когда я сделал вход платным, это сработало в двух направлениях. Стали приходить только те люди, которые реально осознанные. Потому что те люди, которые убрали от себя вредные привычки, потому что у них закончились деньги, которые они пропили все, то получается, что когда деньги у них появляются, они снова начинают употреблять. Плюс к этому всему, когда люди заплатили деньги, то есть они точно к этому пришли. То они точно понимают, что это им нужно. И это абсолютно другое отношение человека к делу. Забежал немножко наперед. В общем, у меня получилось 3 вот таких вот направления. Вот это чат, сообщество, где люди одни смотрят на тех, которые уже добились результатов, а, соответственно, те, которые добились результатов, они являются мотивацией для тех, кто пришел в чат. И плюс происходит коммуникация, потому что тема специфическая, не каждый на улице или в семье готов это все обсуждать, и так, чтобы это было прям правильно воспринято, без укоров и так далее. То есть мы имеем чат, сообщество, мы имеем фундамент, да, трезожника, и мы имеем челлендж 30 дней трезожника. И это не сразу произошло, это на протяжении лет все выстраивалось, то есть это не за один день, это я к тому, что это все было проба, ошибка, вывод, дальше, да, и вот так, то есть это важно донести, чтобы вы понимали, что это был процесс, длительный процесс, на протяжении лет это все происходило. Я в какой-то момент понял, что нужно это все объединить в один метод. То есть, потому что по факту оно все так или иначе вместе все и работает прекрасно. Когда мы объединяем фундамент, да, ты проходишь фундамент, ты прописываешь себе убеждения, это первый этап. Второй этап — это челлендж 30 дней, да. И третий этап — это уже доступ к сообществу людей, которые реально убирают от себя вредные привычки, или убрали уже, или в процессе того, когда они убирают. И они реально осознанные. То есть это такое закрытое сообщество, в которое попасть ты можешь, собственно, доказав это, да, взяв, инвестировав в себя средства, и ты попадаешь непосредственно в сообщество, где вот эти 3 ключевые момента, которые работают, они все собраны вместе, и то есть по факту ты идешь шаг за шагом. Если ты реально не придумываешь велосипеда, как я уже говорил, то выполняешь все, то по факту ты имеешь реальный результат, который уже не то, что я один на себе проверил, а я проверил на себе, а потом он отточился на протяжении многих лет, и, непосредственно к сообществу, да, и это все преобразовалось в то, что работает. И у меня даже сейчас рука не поднимается перезаписать те видео, которые я тогда записывал. То есть мне сейчас хочется сейчас уже есть хорошая камера, хороший свет, хорошая студия. В общем, все есть для того, чтобы сделать, прям усовершенствовать это все. Но у меня реально не поднимается рука, потому что я понимаю, что так я там настоящий. То есть это не значит, что я буду сейчас писать, я буду не настоящий. То есть я не могу вернуться вот туда, и когда я там первый год
убрал от себя. Я помню еще все свои первые дни, первые недели, это все у меня в памяти. То есть я максимально там органичный. Вот, понимаете, о чем я? В общем, сейчас это все реально рабочий механизм, рабочий продукт тех, кто хочет действительно поменять свою жизнь. Друзья, я вам рекомендую сюда идти. Дневник утра. Изначально я планировал его вести как канал про свои мысли утренние, да, потому что утром я за собой замечаю, и это так по природе в целом, что максимально собранный, максимально целеустремленный, понимаю, что нужно, и такие, знаете, утром самый сок мысли, то, что нужно. Вот, поэтому я назвал изначально YouTube-канал «Дневник утра». И он преобразовался, вот в то, что он преобразовался, была найдена, выявлена такая, знаете, большая проблема, которую YouTube-канал «Дневник утра» решает. Да, это вот вредные привычки. И вершина этого всего — это для максимально осознанных людей, которые действительно хотят убрать это от себя, и нет недостаточно информации, которая в YouTube, то это уже сообщество, продукт, трезожники. Поэтому, друзья, кому это нужно, кому важно, пожалуйста, ссылки в описании для этого есть. Заходите в сообщество, убирайте от себя вредные привычки. Следующим этапом на протяжении этого всего времени я мечтал заняться финансами. Для меня финансы — это на уровне. Это не хуже, лучше или там как-то еще, а это на уровне того, как убрать вредные привычки. Потому что я понимал, что финансы — это как и вредные привычки. Ты раз их убираешь, и дальше живешь себе спокойно. Только с финансами по-другому. Ты раз прорабатываешь этот момент, и дальше уже ты, закрыв свои базовые потребности, базовые доходы, ты дальше уже не сталкиваешься постоянно с одной и той же проблемой, когда необходимо, знаешь, как ходишь на работу для того, чтобы заработать деньги, но по факту хватает просто на обслуживание себя для этой работы, да? То есть и все. И чтобы такого не было, у меня в моей жизни, при том, что я с 18 лет сам на себя работаю, то занимаюсь бизнесом, то есть там у меня на тот момент были еще интернет-магазины, сейчас я их уже позакрывал, сейчас у меня другая деятельность, сейчас я занимаюсь инвестициями, у меня сеть YouTube-каналов доходных. Я тогда понял, что эту проблему можно решить. И это была... Я все время, на протяжении всего времени ведения YouTube-канала «Дневник утра», я об этом говорил, что наступит момент, и я пойду заниматься финансами. Вернее, я начну транслировать тематику финансов. Потому что это следующий этап. Лично для меня следующий этап. Ну и для большинства это действительно так и есть. Ты же не можешь постоянно фокусироваться на том, что ты убираешь вредные привычки. Если ты действительно работаешь в рамках метода трезожники, то ты фокусируешься на этом первые 2-3 месяца. Ты убираешь от себя это все, и дальше тебе нужно переключать внимание на что-то другое, потому что иначе это превратится в что-то нездоровое, типа вечно бросать, знаете, вот, такой вечно бросающий человек, который у него теперь всю жизнь работая, вечно бросать. Я для себя понял, что мне это неинтересно. Соответственно, я начал заниматься финансами. То есть, если я думал, что я финансами все время этим занимаюсь, там, начиная с 18 лет, но сейчас я понимаю, что я не занимался финансами. На каком-то этапе я занимался созданием команды в бизнес. На каком-то этапе я занимался там арендой офиса. На каком-то этапе я занимался созданием продуктов в бизнесе, настройкой рекламы. В целом, да, создание самого бизнеса как единого организма. То есть у меня не стояла цели заработка. Я думал, что у меня, если я все это сделаю правильно, то заработок, он придет сам по себе. Но это так не оказалось.
недостаточно просто накапливать, недостаточно, хотя накапливать это уже достижение, нужно что-то с этими деньгами делать. И я смотрел на направление инвестиций, знаете, больше, даже я не знаю, как это назвать. Я бы не сказал бы, что это как какой-то обман, но это как про людей с другой планеты. Потому что я не понимал, как это они делают. То есть, да, инвестиции классно, но это для меня больше звучало, как, знаете, вот в фильме каком-то, когда ты смотришь, и там какой-то в очень дорогой машине, в очень дорогом там пиджаке, костюме какой-то человек покупает акции по телефону и едет там кататься на яхте где-то в океане. Какое-то вот такое представление, знаете, вот какой-то нереал. Но потом, когда я начал в этом разбираться, я понял, здесь реально сложного ничего нет. То есть как будто бы все устроено так, чтобы тебе показалось, что это все сложно. Но по факту это все оказалось намного проще. И инвестировать, показала практика, можно начинать уже, скажем, с $5. С 5, с 10 долларов. Для того, чтобы понять принцип, как это все функционирует, как это работает. Давайте вернусь немножко назад. Значит, я про то, что я буду начинать вести проект про инвестиции, начинал уже говорить, довольно давно. Я говорил, что как только я достигну финансовых показателей, важных для меня, только тогда я начну транслировать эту тему, потому что я очень сильно боялся, чтобы люди со мной не потеряли деньги, если вот так прямым текстом сказать. Потому что я не хотел делать так, в общем, это против моей природы, я так не делаю. Когда ты не знаешь чего-то, но ты уже идешь рассказывать о том, как это работает. И, я, в общем, понял, что для меня это точно не подходит, но я в то же время понимал, что к теме инвестиций с такими темпами я подберусь только года через 2, 3, 4, может быть, и так далее. В общем, не скоро. И меня это устраивало. Я спокойно развивался в этом направлении, зарабатывал первый свой капитал и изучал все эти вопросы, покупал кучу курсов, брал себе, просился в наставники к людям, которые с миллионами уже состояния. Значит, определил для себя, что пожилые люди, которые уже, скажем, возраста 60+, они более честные, чем молодые, потому что, по всей видимости, что там уже незачем, если у человека все нормально с головой, да, то там просто незачем как-то обманывать. Человек уже, если он реально достиг своих результатов, а не показывает свою картинку просто, то ему просто незачем обманывать. И он говорит то, что работает реально. И я выбирал таких себе наставников. И учился у них. И, собственно, я пришел к тому, что я понял, что как это работает. Когда я уже достиг своих финансовых показателей, я понял, что вот тут уже, друзья, и созрел мой новый проект. Это YouTube-канал «Дневник активов». Я записал первое вступительное видео и понемножку начал транслировать видео за видео, начал вести телеграм-канал «Дневник активов», и я понял, что нужно садиться и создавать, формулировать весь тот свой опыт, который я получил в продукты, такие же, как, собственно, я, по принципу, как и получились трезожники. Таким образом, я изначально создал фундамент капитала. Это программа, которая показывает тебе, как начать вообще инвестировать, какие направления выбирать, в какое направление инвестировать. То есть я себе задался вопросом, с чего начать? С чего начать просто обычному человеку, который не имеет капитала? Да вообще неважно, имеет, не имеет капитал. Но с чего ему начать? Я понял, что у человека, мне не хватало тогда в самом начале видения вот этого. Когда я, знаете, когда вы смотрите в какое-то направление, и у вас есть общая картина, общее представление, как это все функционирует.
что работает, а что не работает, на что стоит больше давить, а что вообще на что необходимо забить. Таким образом сформулировалась вот эта вот программа «Фундамент капитала». То есть это база, это основа. Это я записал, это сделал. Много времени на это ушло. Много времени ушло на то, чтобы сделать это простым языком. Потому что у меня первые попытки я сделал очень сложно. То есть мне понятно, я попытался сделать, просто все раскрыть. А по факту на деле оказалось все очень сложно. То есть если это посмотреть, скажешь, да ну его нафиг вообще, забить хочется на это все и не возвращаться к этому больше. Потом я все это переделал и сформулировал в буквально до 10 видео, которые вот каждое ты просматриваешь, выполняешь задания. Первое там делится на несколько этапов. Первый этап — это нужно понять реальность, в которой ты живешь, понять, какие там долги, есть не долги, какие есть доходы, возможно ли с доходами что-то добиться, нужно что-то менять. В общем, база. Вот просто отвечаешь на вопросы, получаешь реальную картину. Я честно скажу, на самом деле, чтобы увидеть реальную картину, это многого реально стоит. Многого, потому что люди живут все в иллюзиях. Думаешь, нормально, долгов нет, еще там смотришь, а весь в долгах человек говорит, нет, долгов у меня нету, кредиток нету ничего, ипотек нету, все нормально, а сам по уши в этом всем. Просто не потому, что человек плохой, а потому что нас не учили этому. Вообще невыгодно, чтобы ты был финансово независимым, потому что что? Правильно, ты будешь кем? Независимым. Кому это надо? Никому, кроме тебя. И там людей, которые тебя реально любят, они пользуются тобой. И следующий этап — это уже такая практический этап. Это уже опираясь на те данные, которые ты имеешь. Уже после этого я показываю конкретно, что нужно делать в каждом направлении. Криптовалюта, фондовый рынок, недвижимость, земля. Вот в каждом направлении, что конкретно нужно делать. Чтобы это было несложно и понятно, и реально можно каждый месяц было делать. Я искал это очень долго, потому что то, о чем я говорю, я сам искал это на базе, на фундаменте, потому что это является моим фундаментом реально жизненным. То, что вот это база прям. Когда я нашел, это у меня как гора с плеч была. И вот это, собственно, и есть фундамент капитала. Когда ты его проходишь, ты понимаешь, все, теперь мне все понятно. Как это работает, ничего здесь сложного нету, есть нюансы, есть понятное во всем, но это то, что вот реально работает сейчас, через 10, через 50, в общем, на всю твою жизнь хватит, еще детям хватит. Потому что это базовые вещи. Вот так, это раз. Второе. Следующим этапом я понял, что, и так как у меня уже база есть, так как я свои базовые доходы уже перекрыл своими инвестициями, то есть зарабатываю с своих инвестиций того тела, которое я инвестировал изначально, и получаю оттуда проценты, я, соответственно, понимаю, что у меня есть база, с которой обычный человек не сталкивается, но который хочет что-то предпринимать дополнительно к базе, когда ему уже не хватает той базы, которую я дал в фундаменте капитала. И для этого я сделал секретный дневник активов. Это закрытый канал, и там есть помесячная оплата. Вернее, сейчас не помесячная оплата, а раз в 3 месяца оплата, ты получаешь доступ, и я показываю свои сделки. То есть показываю то, куда я инвестирую. Вы не представляете, насколько это важно. Вы не представляете, как это работает, реально работает. Когда ты даже не имеешь тех средств, то ты как минимум понимаешь механику этого всего. И когда у тебя появляются средства для инвестиций, то ты уже понимаешь, как с этим работать. А большинство людей этого не понимают. А большинство людей этого не знают. Большинство людей, они готовы 50 лет ходить на работу, не задумываясь об этом всем. И им это не будет нравиться. Не готовы потратить
пару сотен долларов, там, пару дней на то, чтобы в этом раз разобраться, это будет у тебя. Кстати, фундамент капитала — это тебе на всю жизнь. То есть доступ на всю жизнь, и все дополнения, которые там будут, это все бесплатно. Ну, то есть ты уже раз заплатил, и все. Просто там цена будет для новых участников повышаться и повышаться. Секретный дневник активов — это то, где я показываю свои сделки в реал-тайме. То есть вот такой процент от портфеля инвестировал сегодня вот сюда. Там завтра, послезавтра вот сюда. Ну, в общем, все показываю, что реально происходит. Когда ничего не происходит, то я показываю, что ничего не происходит, никуда не инвестирую. Просто сижу, смотрим на рынок, рассказываю ситуацию по рынку, что происходит с рынком. Это важно, вот когда ты в этом всем находишься, ты понимаешь. Ну, то есть понимаешь, как это все функционирует. Вот так. То есть секретный дневник активов очень важен. И следующий этап, то есть я планирую делать так, когда есть разные направления, да, и есть разные периоды в экономике. Есть период, когда, допустим, криптовалюта, она сейчас более актуальна, чем, скажем, фондовый рынок, либо недвижимость, либо земля, либо еще какое-то либо другое направление. Соответственно, а это уже более точечный курс, который я сделал, заработай $1000 в крипте. Я сделал там первые бесплатные уроки есть. Кстати, ну это я все пооставляю, друзья, в описании, все ссылки. Все распишу. Там вот в этом курсе есть первые 5 уроков, они бесплатные. То есть вы приходите в сообщество, подаете заявку, и я ее утверждаю. Если вижу, что там не бот или так далее, обычный человек, реальный, подтверждаю, вы заходите, вы получаете первым делом 5 бесплатных уроков, проходите, это база по криптовалюте. Не нужно вот это вот то, чему я учу. Ни в коем случае не нужно, друзья, говорить, это не для меня, это не для меня. Да мы живем в то время, когда это реальность. Ну, то есть не нужно... Ну, я думаю, те люди, которые меня слушают, это, скажем, те, которые люди свою голову прячут в песок, они просто бы меня не слушали, я думаю так. В общем, друзья, нужно в этом разбираться. Потому что, либо если вы не интересуетесь финансами, то тогда вы будете всю жизнь решать эти вопросы одни и те же. Ну, не нужно, не для этого мы этим всем занимаемся. Не для этого мы убираем вредные привычки, чтобы потом всю жизнь, да, ты вроде убрал вредные привычки, а тут в другое рабство прыгаешь, в рабство финансов. Так вот, подаешь заявку, проходишь вот эти 5 уроков, все, а дальше уже принимаешь решение. Я рекомендую дальше пойти по курсу, дойти его до конца, и тогда ты будешь базово понимать вот именно те вещи, которые не что-то лишнее, а то, что реально нужно понимать в криптовалюте. Вот. И вот эти вот, друзья, если мы про инвестиции, про дневник актива, вот эти вот 3 продукта, они тоже вместе все работают. Вот это фундамент капитала, это секретный дневник активов, и это непосредственно вот этот вот курс по крипте, как заработать первые $1000. Это не типа, знаете, там, не хайповое название, это реально так. То есть это то, что вы действительно сможете заработать. Следующее, это телеграм-канал «Дневник активов». Обязательно, друзья, туда подпишитесь, потому что это то место, где я делюсь в открытом доступе, в открытом... вы можете реально смотреть, что происходит, куда я инвестирую, то, что я в открытый доступ выкладываю, поэтому для того, чтобы я его активно сейчас веду и планирую дальше вести, поэтому, друзья, обязательно подпишитесь на Telegram «Дневник активов». Ссылка тоже будет в описании. И, в общем, в итоге, что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем решение, есть проблема вредных привычек, есть решение в виде продукта трезожники, есть проблема с финансами, и есть решение в виде проекта дневника активов. Я принял для себя вот такую вот позицию. То есть я, если этим занимаюсь, я хочу этим заниматься так, чтобы у этого был практически реальный результат. Понимаете? То есть я поставил себе, даже не то, что за цель, это моя жизнь, я так хочу, я так планирую. Мне интересно будет увидеть трезожники через 20, 30, 50 лет.
Мне интересно будет через 20, 30, 50 лет увидеть сообщество «Дневник активов», потому что дальше, вот по поводу относительно дневника активов, понимаете, ведь по той стратегии, которую я работал, ту стратегию, которую я для себя нашел, я понимаю, что она рабочая, я понимаю, что на дистанции мой капитал будет только приумножаться. И потом когда-то наступит тот момент, когда аудитория будет приходить, и она уже не будет понимать, с чего я начал. И поэтому я транслирую это и в виде YouTube-канала «Дневник утра», и в виде YouTube-канала «Дневника активов», для того, чтобы было у человека понимание, что я вылез из того места, откуда, как кажется, выхода нету. И это чтобы для тебя было реальным подтверждением, мотивацией, что и в твоей жизни все изменится. Просто иди шаг за шагом, этап за этапом, и у тебя все получится. Если у тебя заходят такие мысли, которые я транслирую, то я тебя поздравляю, ты нашел то место, или вы нашли то место, в котором вы сможете изменить свою жизнь. Меняю я свою жизнь, я показываю, как я ее меняю, свою жизнь. Я не показываю, знаете, там, типа, вот эти вот там крутые тачки там или еще что-то, ну все фейковое, вот это, то, что в Инстаграме, да, происходит. А я показываю свои действия. То, что в большинстве случаев все пытаются скрыть. То есть, да, человек как-то заработал свои там, или показывает какую-то счастливую картинку, но действие непонятно. И зачастую в этой счастливой картинке только картинка есть, и по факту ничего нету. А я здесь, друзья, про глубину. Про то, чтобы по факту вы себя чувствовали реально в своей тарелке. Может, вам не нужны миллионы долларов. Может, вам не нужны эти миллионы долларов. Но вам важно удовлетворение своих базовых потребностей, базовых доходов. Вы представляете, когда у вас вот сейчас есть там, допустим, вредные привычки, убираете, а у вас вообще другая жизнь. Вообще другая жизнь. Да. Вот если в трезожниках, посмотрите, как у людей меняется жизнь за те же ближайшие 30 дней. Человек пишет о том, что у меня... посмотрите же, друзья, кто не в трезожниках, трезожные истории и отзывы. Кстати, нужно давно не репостил из закрытого сообщества, в открытое надо будет репостнуть, новая история. Посмотрите, что там пишут люди, это другая жизнь, это другая абсолютно жизнь. Это та жизнь, о которой люди мечтали. Просто руки не доходили для того, чтобы сделать. Оказывается, нужно было пару вещей сделать, изменить, убрать алкоголь, сигареты, наркотики. А там потянутся сами, и долги отдадутся, потому что уже будет как-то непонятно, о чем мне долги. А там потянется и, опять же, welcome в дневник активов, решить наконец-то вопрос с финансами. Да, в общем, посмотрите на тех людей, которые это пишут. Это ж люди, которым нравится их жизнь. И вот так это и происходит. Вы убираете один этап, второй этап, третий этап. Я ж не говорю, что я все знаю, правильно? Я те темы, которые не знаю, я их не транслирую. Мне важно вам донести, чтобы было понимание, что я в те ниши, где я не понимаю, я не лезу, я наоборот иду там к тем же профессионалам этого дела. Представляете, в самом начале, когда только-только начиналось это все, а оно вот так вот преобразовалось в то, что нужно было рассказать буквально там за 50 минут этого видео, и жизнь продолжается, да. Я не знал, как оно будет тогда в самом начале, во что оно преобразуется. Есть ли какая-то жизнь спустя 21 день после безвредных привычек? Есть ли какая-то жизнь спустя год, спустя 3 года, спустя 5 лет? А есть, друзья, вот спустя почти 6 лет, вот этим летом будет 6 лет, вроде так, если я не ошибаюсь, точно не меньше, то получается за эти 6 лет, жизнь кардинально изменилась. Вернее, как она изменилась? Она просто пришла к тому, о чем я мечтал, но боялся. Вот она к этому и пришла. Давайте подытожим. Первое. Если вы убираете от себя вредные привычки еще не в трезожниках, welcome в трезожники, заходите. Это проблема, с которой вы сейчас живете, она решаема и решаема намного
быстрее, чем вам кажется. В реальности буквально за несколько месяцев вы уже будете вспоминать об этом как о страшном сне. А по факту, когда вы зайдете в трезожники, поймете философию этого всего, то вы поймете, что с первого дня этот первый день начнет работать на вас. Второе, это следующий этап, это финансовое положение. Друзья, мы не закрываем глаза. Не нужно от этого бежать, не нужно как-то на это забивать, потому что это все равно вас догонит. Это точно вас догонит. Вы не сможете сказать, да, завтра, ладно, как-то оно решится. Не решится. Это на уровне с вредными привычками. Это то, что вам придется постоянно решать. Я вам рекомендую идти в дневник активов, в первую очередь подписаться на телеграм-канал, ну и начать хотя бы с фундамента капитала и вот пройти первые 5 бесплатных уроков по крипте. И уже идти в секретный дневник активов. Это то место, в которое вы попадаете и окружаете себя сразу нужной, правильной информацией. Даже если худшая ситуация, то в разрезе нескольких лет вы придете к той жизни, финансовой жизни, о которой реально даже сейчас не подозреваете, что это реально так быстро достигнуть. Потому что мы шаг за шагом не теряем, а накапливаем, к этому всему придем. Поэтому, друзья, логичный следующий этап после того, как вы убрали вредные привычки, заняться финансами. А в идеале, представляете, вот то, что вы сейчас имеете, я к этому шел 6 лет. А в идеале это взять и все в комплексе реализовать и поменять свою жизнь и со стороны финансов, и со стороны вредных привычек, и убрать от себя все лишнее, и вот настроиться в свои базовые такие жизненные моменты, прям на нужный лад, и сразу же непосредственно начинать жить вот той жизнью, о которой вы мечтаете. Это, знаете, как вы начинаете жить жизнь. Убрали все лишнее и поняли, что делать с тем, что нужно на протяжении определенного времени достигнуть. Друзья, если оно сработало у меня, то оно сработает у вас. Поверьте, я тот человек, который перепробует сначала все то, что не работает, а потом только найдет то, что работает. И в моем случае вот я все перепробовал то, что не работало, и уже демонстрирую вам, показываю то, что в реальности работает. Жизнь продолжается. Это у нас, скажем, с вами такое отчетное видео за все вот время, которое мы в инфопространстве мы друг друга знаем. То вот так, друзья. Вот мы подытожили этап, переходим к следующему этапу. Это не значит, что я не буду записывать видео на дневник утра. Обязательно буду делиться своим, но мне важно вам донести, что я иду дальше. Друзья, кто со мной? Welcome, пошли со мной, чтобы не было так, что я вам не сказал, что я пошел дальше, а вы оказались там. Ждете, когда там я вас позову за собой. Все, друзья, я иду дальше, как, собственно, выбор за вами. Хотите, пошли дальше. Дальше нас ждут только лучшее. Встретимся уже в новых видео и welcome в дневник активов. Всех приглашаю, ссылки все в описании, друзья, и в закрепленном комментарии еще оставлю. Все, друзья, на связи.